Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусные, очень быстрые домашние нарезные пирожные Сникерс. Готовятся эти пирожные из самых простых и доступных ингредиентов. Получаются всегда необыкновенно просто нежный шоколадный бисквит. Здесь приготовим на кефире. Крем здесь будем использовать очень вкусный, простейший, буквально из 2 ингредиентов, знакомый всем с детства, но один из самых вкусных кремов, то есть без сливок, без каких-то дорогостоящих сыров. Получатся вот такие очень красивые, вкуснейшие пирожные, которые очень напоминают именно вкус всемирно известного батончика Сникерс. То есть в этом видео я покажу, как очень быстро сделать большое количество пирожных из самых простых средств, очень-очень вкусные. И эти все ингредиенты, они не требуют долгой пропитки, они не требуют долгого отдыха, то есть вы можете это сделать и сразу же, в принципе, подавать к столу. Итак, сначала приготовим бисквит. Бисквит буду готовить большой, размером с противень. 765 грамм муки, 135 грамм какао-порошка, 9 грамм пищевой соды и 15 грамм разрыхлителя. Все сухие ингредиенты я просто перемешиваю и отставляю пока что в сторону. 9 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Добавляю туда 24 грамма 3 пакетика ванильного сахара, 2 щепотки соли, небольших таких, но соль обязательно в шоколадные бисквиты добавляем. Разбиваю сейчас яичную массу просто до состояния пены. И добавляю туда сейчас 675 грамм сахара. Добавляю в несколько приемов. Взбивать буду примерно 3-4 минуты. Дольше взбивать не имеет смысла. Просто, чтобы яичная масса хорошо увеличилась в объеме. Вот этот бисквит на кефире получается просто нежнейшим. И посредством он получается очень бюджетным, потому что готовим здесь на очень большое количество порций. Вливаю туда сейчас 675 мл кефира комнатной температуры. Кефир 1% жирности. Точное количество ингредиентов я вам, конечно же, укажу в описании под данным видео. Все это просто перемешиваю, ничего дальше не взбиваю. И добавляю туда сейчас 345 грамм растительного масла без запаха. Я добавляю рапсовое, оно не дает привкус такой домашней выпечки. Я очень люблю вообще всю печь на рапсовом масле. Рапсовое масло абсолютно не горчит при выпечке, не имеет никакого привкуса, очень советую с ним готовить. Сейчас просеиваю туда всю сухую смесь. Просеивать нужно обязательно, иначе потом будут такие некрасивые вкрапления в тесте. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Вот этот шоколадный бисквит на кефире, я его пеку всегда на такой умеренной температуре. Он очень равномерно пропекается. Текстура этого бисквита просто волшебная. Бисквит этот получается нежнейшим на вкус, он не требует отдыха, он не требует пропитки. Очень настоятельно советую его готовить. Сейчас все это я перемешала. И добавляю сейчас туда 450 мл крутого кипятка, уже в готовую смесь. Все перемешиваю просто до однородности. И переливаю сейчас все это уже в противень. Противень у меня стандартный, 42 на 32 сантиметра. Тесто жидкое, поэтому противень берите сразу с дном, чтобы оно у вас не выливалось. У меня противень такой глубокий, 4 сантиметра в высоту, поэтому он у меня позволяет поместиться всему этому тесту. Вы же смотрите по своей ситуации. Если у вас противень низкий, то лучше тогда использовать все-таки раздвижную форму. Бисквит у меня выпекался 40 минут при температуре 160 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Во время выпечки духовку я не открывала. Он у меня остыл полностью до комнатной температуры, и сразу же я беру его в работу. Бисквит нежнейший. С такой тончайшей текстурой он получается, тающий буквально во рту. Этот бисквит абсолютно не требует никакой пропитки. То есть он превосходно подходит как для масляных кремов, так и для таких сливочных легких кремов. Сейчас я намеренно разделяю этот бисквит на 2 равные части. По линейке разделяю. Мне так просто удобнее будет с ним работать. И для больших тортов, для огромных, тоже часто делается именно так же. Потому что с большим коржом размером в противень работать крайне неудобно с таким большим коржом. И очень большая вероятность того, что во время работы он может просто сломаться. Разрезаю по обыкновению сейчас кондитерской струной. Разрезать буду на 2 коржа. И останется у меня еще шапочка. Вы можете все это разрезать на 3 коржа. Я же хочу, чтобы у меня были идеально ровные 2 коржа, а шапочку я потом буду использовать для кейк-попсов. Это очень удобно именно для пирожного картошки шоколадного и для кейк-попсов. Вкуснейшая пирожная картошка получается из этого именно бисквита, как из 90-х. Очень многие спрашивают в комментариях, как приготовить ту самую картошку, которая темная была внутри, очень сочная,
Вот именно из такого бисквита. И крем обычный, который я буду готовить здесь, он также подойдет вот к этому пирожному картошка. Классический рецепт пирожного картошка со светлой начинкой есть на моем канале. Ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Но вот из этого бисквита картошка из 90-х получается. Теперь для крема я взбиваю здесь 500 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю примерно 3-4 минуты до побеления и пышности. Добавляю туда сейчас 2 банки вареной сгущенки, то есть карамелизированного сгущенного молока. У меня здесь банки по 397 грамм, можете обычные банки брать по 380 грамм. Это ничего страшного. Добавляю по одной банке. И здесь очень важный момент. При взбивании этого крема крем начнет расслаиваться. Это нормально. Просто нужно не останавливаться, взбивать дальше, пока вся эта масса не побелеет, станет более пышной, и у вас получится превосходный крем. С момента введения второй банки сгущенки я взбиваю этот крем еще примерно 2 минуты. То есть не нужно останавливаться. Все получится. Ссылочку на подробное приготовление этого крема я вам оставлю в описании к данному видео. То есть в итоге этот крем должен быть глянцевым, рельефным. Он будет очень хорошо держать форму. Из него можно делать даже очень тонкие цветы. Сейчас я выкладываю на подложку. У меня тут подложка 39 сантиметров, поэтому я коржи обрезала именно для того, чтобы они у меня подошли именно под размер этой подложки. И на каждый корж, так как у меня здесь получается 2 коржа, я выкладываю по 300 грамм крема. Наношу я крем из кондитерского мешка, мне так удобнее гораздо работать. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете для этого использовать мешок для замораживания продуктов. И на второй корж также еще 300 грамм крема наношу. Все это разравниваю. Если вы увидите, что у вас крем такой достаточно плотный и вам трудно будет с ним работать, можно 10 секунд его прогреть импульсами в микроволновке. 10-15 секунд, не дольше. И вам тогда будет очень комфортно с ним работать. Я здесь 15 секунд прогревала крем, так как сейчас зимнее время года. Летом этого делать не нужно будет. Я сейчас посыпаю весь этот слой крема обжаренным арахисом подсоленым. Арахиса я здесь использовала 2 банки, то есть 400 грамм арахиса у меня ушло на этот большой торт. Ну или пирожные, скажем так. Вы можете, конечно же, сами обжарить этот арахис. Я всегда покупной использую. Уже за много лет работы знаю, какой лучше. Вот так приминаю пальчиками. Еще беру небольшое количество крема, чтобы полностью покрыть все орехи. Вот вровень, чтобы орехи с кремом у меня сравнялись. То есть, чтобы крем не выступал за объем орехов. Делаю я это намеренно для того, чтобы верхний корж у меня приклеился к этому крему. Иначе будет просто невозможно его удержать на этом пирожном потом. В больших тортах всегда очень важно распределить точно количество крема. Если вы будете взвешивать весь крем, как я вам сказала, по 300 грамм крема на каждый корж изначально выкладываем, потом немного крема остается вот именно, чтобы вровень все покрыть орехи, и тогда нам хватит крема на покрытие верхнего коржа очень тонким слоем. Сейчас вот удобнее всего, конечно, делать вот так с доски. Я выкладываю коржи, вы видите, насколько эластичные коржи, насколько они такие нежные. Они не требуют абсолютно пропитки. Вот здесь 10 секунд крем я прогрела в микроволновке, чтобы его просто удобнее было наносить, потому что крема уже маленькое количество. То есть если вы все здесь будете делать по граммам, вам всего хватит. Крема не нужно здесь много, потому что крем масляный, он достаточно тяжелый, но он вкуснейший. Небольшую часть обрезков от бисквита я измельчила в измельчителе и посыпаю ими бока. Вы можете и верх этих пирожных посыпать или торта, как вы захотите это делать, посыпать также крошкой. Сейчас линейкой делаю такие полосы, по которым я потом буду делать надрезы, чтобы у меня уже были порционные пирожные. Здесь у меня получится 24 пирожных. Я взбила еще небольшую порцию этого же крема и украшаю этим кремом. То есть для украшения порции крема у меня была 150 грамм масла и 240 грамм вареной сгущенки. Вкус бомбический у этих пирожных. Нравится всегда как взрослым, так и детям. Бисквит здесь тающий во рту. Крем этот советский на вареной сгущенке, его рекламировать не нужно, он всегда вкусный. Здесь самое главное — это подобрать очень качественный арахис. То есть арахис здесь должен быть идеально прожаренным. Он ни в коем случае не должен быть сырым. Кондитерскую насадку я здесь использую 8 мм, открытая звездочка. Вот такой прекрасный разрез получается у пирожных.
Пирожные просто роскошные, во вкусе получается тающие во рту. Возможно, многие уже готовили что-то подобное, но вот с этим бисквитом я очень советую, настоятельно рекомендую это готовить. И найдите очень качественный арахис. Сейчас очень много фирм-производителей, выберите лучшую. Если вам нужна такая предельная точность, вы можете по линейке все себе разметить, как их разрезать ровно, и разрежете тогда по линеечке. Вы видите, какие они мягкие, как они нарезаются. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.